Всем здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, у меня новая футболка, очень красивая. Вот. О. Здрасте всем, с вами как всегда я, Леха, канал Hardplay. Сегодня мы посмотрим Артема Вульф, или все-таки Вольфа, или Вульфа, не знаю как. Я у него спрашивал: Тёмушка, ответь мне, все-таки Вульф или Вольф? Он говорит: мне вообще просто не важно, главное, что вы меня смотрите. Вот, так что, я не знаю, я Вульф его зову. Задержали кассира, накрыли магазин, разъяснили полиции по закону, забрали в отдел. Короче, все как мы любим, чтобы, знаете, чтобы со спецэффектами, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ссылочку на Артемушку оставил внизу в описании. У нас не так давно, ребята, все, кто подписан на мою телегу, видел инсайды с лютым просто накрываловым тухлопритона. Там просто рекорд. Есть рекорды? Никаких рекордов нет. Вообще абсолютный рекорд за всю историю, наверное, канала Артема, за всю историю канала, короче, всего, чего только можно, понимаешь? Ну, короче, увидите, не байт, ничего, реально. Там просто вплоть до того, что магазин... Да, короче, все по-серьезному. Но спойлерить не буду. Просто всем приятного просмотра. Вот наша телега. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех стримов и новостей. Мы начинаем. Поехали. Вкусно вот это? Вкусно? Ща. Тортик вкусный у тебя, нет? Мне уже эта фраза ночью снится. Я с ним по рейдам хожу. Вот, скажите мне, у вас вкусно, нет? Причем он всегда это начинает говорить, когда я где-нибудь какой-нибудь тухляк ищу. Знаешь, я слышу уже одним ухом: ну вот это у вас вкусно, нет? Моя любимая фраза. Да, стопать не буду, кстати. Как-то пахнет не очень приятно. А чипсы вот эти хорошие? А? Вкусные? Тоже неприятно пахнут. Не, все как неприятно пахнет. Не знаю. Что, говорит, делать? Вам решать. вы Убрать продаете. просрок. Что делать? Нет, почему? Малая. И не краснеет. Нет, ты телефон убери. Зачем? Ну а зачем девушке убирать телефон? Ну, она мне... Такой же ответ. Я вас не снимаю. Снимают девочек на трассе, она ведет видеофиксацию. Алло. Я не понимаю, ты работаешь кассиром в магазине. Общественное место, все классно, здорово. Весь магазин утыкан камерами. Любой. Выключите камеры. Почему? Почему в 21 веке это хоть кого-то вообще может смущать? Ну, ведет фиксацию на телефон и ведет. Ну, нравится, может, так. Ну и что дальше? Не знаю, странно это. Должна платить. Будем позвонить в полицию. Как хотите, я за такой товар не хочу платить, желания нет такого. Ну, подожди, тогда. А чего ждать? Сейчас приезжает. Кто Ну что, придет? очень культурный продавец. Директор или полиция. Не орет, не Ребята, кричит, тут молодец. ужасная вонь, все валяется на полу. Просто посмотрите. Все на полу стоит. Вот такой вот срач. Они узнали, но при этом что делать не понимают. Полицию вызывать собрались. Пусть вызывают, я ни в коем случае Да, не видео откажусь стопить оплачивать, не буду, просто нет. Такой товар реально Не за буду. просроченное желание платить никакого нет. Кстати, ребят, всем огромное спасибо, кто поддерживает наши ролики лайками, кто подписывается, кто-то комментарием поддерживает, кто-то лайком, потому что приходишь весь потом выжатый как лимон с этих рейдов, и довольно такая эмоционально тяжелая эта составляющая, но я очень рад, что мы хоть и как бы делаем вот это вот маленькая вот эта вот крупичка, да, вот такая маленькая-маленькая вот в этом огромном сети тухлопритонов, но все равно, может быть, хоть кого-то обезопасим вот от этой травли всякими тухляками, непонятными вещами. Так что всем вам огромное спасибо. Это очень важно. Я забываю иногда это говорить. Спасибо вам, друзья мои. Лайк, подписка, комментарий — это лучшая награда нам. Что срач реально какой-то в магазе. А вот это, я так понимаю, Жесть. все реализуется без Супермаркет-симулятор, у меня такого нет, Ты очень срач, не надо сомневаешься, рассказывать. Они сейчас предоставят документы. Ты видел, как он пробил молоко? На молочке есть QR-код, а он пробивает чисто штрих-код. А QR-код не пробивает. Поэтому у него касса и не выдала, что оно просрочено. Меня бесишь, класть некуда. Это да. Можешь взять коробку и вот все в коробку, с коробкой ходить. Платить или не платить? Будете платить или нет? Я говорю, желания платить нет. Если надо, оплачу, конечно. Ну, не оплачивает, оставьте товар. Да. Стены кислотные, вообще Да просто ладно. жесть. А можно еще эклерчики посмотреть? Все товары будут испортить. Эклеры хочу купить. Очень хочу. Хочу отметить, насколько он спокойно и культурно себя ведет. Может быть, где-то, да, там, он что-то не знает, еще что-то. Но его просит, он, ну, хорошо, вот, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Ну, когда вот человек адекватный, ну, молодец же. Не кидается, не хамит, не грубит, ничего. Ну, увидел. Все равно себя адекватно ведет. Молодец, браво. Эклеры — это то, что мне Редко нужно. такое, к сожалению, видим на рейдах.
Не снимайте меня, у вас нет разрешения, снимайте меня. Снимайте, я вижу вас. Ваша просьба вижу отклонена. вас. Какое разрешение нужно? Ну, это ерунда Все. полная. На этом тишина. Эклеры-то можно посмотреть? Нельзя посмотреть эклеры? Но он Так ты понял. что, продать мне их хотел? А можно еще посмотреть эклерчики? Давайте мне, пожалуйста, одну штучку попробую. То есть, в принципе, когда еще непонятно, что покупатель посмотрит на срок годности и, возможно, что-то предъявит, можно продать тухлячок. А когда уже понял, что покупатель не тот, который просто не глядя берет и платит за тухляк, уже нельзя посмотреть. И самое интересное, что они понимают, что происходит, но вместо того, чтобы извиниться и убрать все, они продолжают делать цирк, продолжают клоуничать и делать вид, что ничего не происходит. Ля какая. Ну вот, пожалуйста. Ну, как говорится, у всего есть своя темная сторона. Это мутации, как я и говорил. Надо диссертацию на эту тему защитить. Мутация нормальных людей в Москве. Там начинается вот это вот синдром вот этого. Веди себя нормально. Нет, я себя буду вести как этот. Да, сиди, я сам открою. Нет, 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 я буду бороться, я нормальный, я культурный человек, меня воспитали в нормальном месте. Нет, ты просто быдло. И вот это вот начинается, да, и он в основном всегда вот это побеждает. Вот, пожалуйста. Чего вы не выгоните их? Понял. Стопать, кстати, ребят, ролик ни разу не буду. Извините, но мне все говорят, почему ролик в 40 минут ты смотришь 2 часа. Ребята, это дар. Ау. Осуждаю! Если мы правильно поняли то, что он сказал, получается, если бы мы не вели видеофиксацию, нас можно было бы выгнать? Так? Если так, то понятно, почему такие отзывы в магазине. Жулик, не воруй! По эклерам показываю. Все, да? Залез? Дата изготовления 18 марта. Срок годности 10 суток. Когда вы берете на развес в таких магазинчиках, обязательно проверяйте сроки годности. В 90%, мне кажется, по моему опыту, Эклеры очень опасные вещи. Еще раз повторяю. Ребята, кассовая зона. Услышьте мои слова. Очень важно. Ребенок, у меня у самого 2 пацана. Постоянно руки тянутся вот именно к кассовой зоне. Шоколадки. Очень часто это жвачки, будете смеяться. Шоколадки, жвачки, всякие киндер, вот эти яйца. Просто столько просроков. Опять же, увидите, вот у нас недавно был совместный рейд. Опять то же самое в кассе. То же самое. Стабильно туда выкладывают весь просрок, весь тухляк. Потому что люди не смотрят, они вот просто взяли и все, и побежали. Увидели чуть-чуть подешевле цену, все, побежали. Зачастую бывает просрочено до полугода, год. Легко поймать просрок. Если с шоколадкой как бы более-менее, с эклерами, молочка, сливки, всякие хлебобулочные, вот эта вот выпечка, все, что с кремом, я вас Христом Богом заклинаю, аккуратнее. Нам пишут в комментариях, как люди травятся сильно, как потом все это лечится долго. Весь пищеварительный тракт, вот это вот вся карусель. Ребят, пожалуйста, будьте предельно внимательны, аккуратно. Посмотреть 2 секунды, посмотрите. Вот лишний раз, в следующий раз пойдете, хоть раз посмотрите вот на упаковку. Потому что вроде как, ну я ем все время, все нормально, не всегда может повезти. Можно встрять очень конкретно. Хотя бы смотрите на молочки и вот на всякой вот выпечке и всем остальном. Ну хлеб, понятно, там по мягкости как бы ничего не будет, даже если там что-то, какой-то он не свежий. Но вот за эклеры, конечно, особое внимание. Кто любит сладенькое. В магазинах подобных вот именно так и происходит. То есть они давно тухлые уже, а это с кремом на секундочку. Оно лежит еще в тепле вдобавок. Эклеры с кремом, который быстро очень портится и которым легко можно травануться, лежит в тепле, так еще и просрочен. И я не удивлюсь, если мы остальное сейчас будем смотреть, там будет все то же самое. Че, я так понимаю, все, никто не придет, можно идти? Ну, можно идти. А понимаешь, им проще, чтобы я ушел и все. А нет, ребят. Общественное порицание и штраф – это то, что меняет Всё подобный правильно. магазин и отношение к покупателям. Представляете, какое отношение к покупателям? Общественное порицание, он не голословит. В Химках вы вспомните, что творилось. Ну, стоят, объясняют. Мешочек принеси, мешок черный мусорный принеси. Найдите наши рейды с Химками, что творилось, как они потом все глаза опускают, когда говорят то, что мне уже позвонили все.
Кто только можно и нельзя. Даже те родственники, которые не звонят там по 15, по 20 лет. Позвонили и сказали, ты что творишь? За поведение и за то, что они вытворяют. Это очень важно. Очень важно. Общественное порицание, это очень хорошо действует и работает. Потому что реально, когда люди перегибают палку, конечно, никто другой, как родственники, близкие, немножко могут привести в чувство, так скажем. Слушай, а скажи, а вот эти эклеры вообще хорошие, нет? Вот ты их продаешь людям. Такой хороший, да. Хороший, да? Вот пенсионерам ты продаешь. Почти на 15 дней просроченный эклер. Ты нормально продаешь, да? Коробочку, естественно, не показывая. Из моих рук можешь посмотреть. От 18 марта. 15 дней? Срок годности 10 суток. И, в принципе, же люди не смотрят. Вот приходят люди с детьми, с колясками. Никто не смотрит. Как тебе не стыдно жильцов этого дома травить? Соседи это... Я вас понял, ну такое. 15 дней это уже привет. Магазин. Да не Тепле. надо, чтобы ты меня понимал. Тепле. Мне надо, чтобы этого не было. Мне кажется, в принципе, тут на срок годности не смотрят. Для вашего понимания, вот мы чипсы Жестко. взяли. Просто подошли, вот в магазин только зашли. Я беру, а они тухлые уже. Сразу. Я подхожу, беру вторые вот отсюда, вот, с кетчупом. Они тоже тухлые, оказываются. Прям спереди стоят, Тухлые, то есть не это надо просроченные. куда-то лезть вглубь. А что продалось, вперед выставляют? А насчет Хеллу есть какая-то информация? Дата изготовления, срок годности, что-то на коробке есть? Шоколадный батончик написано, Сникерс. Можно документацию насчет Хелла? Сникерс. Домашняя? А, то есть вы дома А, делаете ну и раз продаете? домашнее, ну тогда ладно. Ну ты говоришь домашняя. У вас документация на нее есть какая-то? Документы есть на нее? С датой изготовления, сроком годности, составом, Есть. аллергенами. Он прям молодец говорит, мы дома ее делаем, то есть мы нарушаем. И он прям это говорит, не стесняясь, молодец. Ладно, давайте, ребят, все собирать, потому что магазин тухлый, очень грязный. Все навалено на полу. Я честно не понимаю, почему люди сюда ходят, кроме как за фруктами и овощами. Стоят суетологи за окном. Эти, которые поняли, да, вот это вот сказали, показали. Стоят, суету наводят. 100% будет какая-то суета, 100%, 200%. Кстати, лайк стоит автоматом. Да, фрукты и овощи выглядят неплохо, соглашусь. Все остальное... А вон там, посмотри, какие прекрасные засолы в банках. Ни на одной банке никакой маркировки не вижу. А вот это вы продаете то, что лежит? Нет. Нет. Сами кушаете? Для себя? Ну, я так и понял. А, продаю, все-таки обманул. Само собой маркировки никакой нет. Врунишка. Есть документация? Есть? Принеси, на что есть документация. На зефир, на эклеры, вот. Что там за масло на полу просто валяется? А это, наверное, на продажу. Ну, естественно, тебе сейчас скажут, что это не на продажу. Не на А вот продажу. это масло на продажу тоже лежит? Нет. Нет, ну, естественно. А просто, ребят, понимаете, зашли сюда, отзывы плохие, и написано, что кассир... Спрашивают сотрудники полиции. На крайнем рейде очередной раз в этом убедился. А что вы сюда пришли? Откуда вы узнали про этот магазин и так далее? Ребят, ищется магазин простейшим способом. Куча жалоб, куча того, что вы пишете в комментариях. Про Клинский наш магазин, это мы в моем родном городе, вот был рейд тоже, кто не видели, посмотрите обязательно, сколько всего нашли. Прям в комментах по оценкам, по карте, по геолокации ищется и просто смотрится, какие магазины очень плохие оценки. Причем это может быть в разных городах, там Москвы, Подмосковья. Артем вот в Тулу ездил, там тоже тухляк, просто огромное количество всего продавалось. Так что пишите, ставьте оценки и, конечно, если какие-то есть такие вот случаи, как вот здесь, то, конечно, велика вероятность того, что мы приедем, посмотрим, что в этом магазине. кричать начал на человека, не выпускать его из магазина. Из-за там что-то человек из-за того, что квас уронил или еще что-то. Кассир сказал, что масло не на продажу, но вот мы видим, оно прям в торговом зале лежит. А вот еще небольшая партия тухлячка от Олега, нашего активиста. Олег, красивый. О, своих травят, да? Вот Гоняла сегодня какой день красивый. недели? Сегодня воскресенье у нас, 14 апреля. Подпивасы, так сказать, опохмеляются, заканчивают неделю, готовятся к тяжелым трудовым будням. До 09.03.24 пива. На месяц просрочно. Даже рис, ребят. Чтобы жизнь малины не казалась местным покупателям, местным жителям, до 10 месяца 23 года. На полгода просрочен рис. Черный перчик в супчик добавить. Всего лишь на год просрочен. Ерунда. Вот чек из этого магазина. Буквально полчаса назад мы приобрели в данном магазине чучхеллу и читос просроченный, который я вам показывал ранее. 14.04.24, 17.40. Масло домашнее. Без какой-либо вообще документации, без маркировки, без всего. Ну и, собственно, ребят, если... Я один это заметил. Масло домашние. Масло. Масло. Маслырий. Домашние. Понял.
Без какой-либо вообще документации, без маркировки, без всего. Ну и, собственно, ребят, если вы думаете, что в магазине такой только срач, нет. Как правило, рабочее место человека очень хорошо отражает его и отношение к жизни, и к покупателям. Такая грязюка просто. Все навалено, грязные какие-то подтекающие коробки. Это вообще что за свинарник? Куда мы попали? Да. Это магазин. Посмотри под холодильником, что творится. Мне сюда страшно смотреть, кто там живет. Добрый день, ребят. Добрый. Как вам сейчас? Артем. Артем, приятно познакомиться. Я хотел узнать, что происходит тут. Я тоже хотел узнать, что происходит тут. Это вот все просрочка, да? Ну, наверное, вам виднее ваш магазин. Да, ну магазин не мой лично. А вы кто в этом магазине? Я сын владельца вашего. А, сын Ну, адекватный парнишка. Молодец. владельца. Вот, да, хотел как-то ситуацию уладить. Это все просрочка. Да, все верно. Да, а много еще нашли? Конечно. Давайте посмотрим. Вы можете смотреть, если хотите. Ваше Я дело. просто хочу, чтобы ситуация немного урегулировалась. Я не хочу ни с кем ссориться. Я прекрасно М? понимаю, что это не дело. С этим нужно разбираться. И, ребят, я не хочу ругаться, честно. Я пришел прийти навстречу. Нам не надо идти навстречу, мы тоже не настроены ругаться. Понимаете, навстречу пойти, когда мы пришли, в магазине чисто. Сейчас мы собираем всю просрочку, вызываем полицию, оформляем магазин. Вы убираете весь некачественный товар с прилавка. Мы ни с кем не договариваемся, нам не нужны никакие ни деньги, ничего вообще. Нам нужно, чтобы магазины были чистые. Соответственно, Да, сейчас я займусь этим. уборкой. занимайтесь, мы тоже пока убираем. Нет, мы поможем. Помогайте. Мужчина, не подскажете, а почему нас оскорбили? Адекватный, Нас молодец забрали? парень. Вы вот здесь разговаривали, когда стояли. Как вы нас назвали? На «Д». Вас? Да. Нет. Нет? Я вас ничем не обзывал, я просто ждал начальника. А, ну вот А, на это «Д» слово начальника это не так про нас назвал? поговорили. Нет, нет, нет. Это вот- я про себя. А, про себя? Хорошо. Все, понял. Ну, тогда это многое объясняет. Ну, да, я не спорю. Испугались? Обосрался. Так, ну что, Снимать не надо. а вы нам не интересны. Пожалуйста, на видеосъемку. Вы нам не интересны, мы вас не Ну, фиксируем. прекрасно, вы мне тоже, и поэтому не снимайте меня на вашу видеокамеру. Мне такое ощущение, что вы наоборот хотите, чтобы вас зафиксировали. Приятный Мы даже голос. вас не показывали в камеру, вообще не брали в кадр. Не уверена. Придется поверить на слово. Ну не верьте. Нет, Молодой придется. человек. А может вы нам подскажете? Чучхела, которая у вас продается, есть на нее документация какая-то? Я, если честно, в этом не разбираюсь. И вот на это тоже не знаете документацию. Я в этом тоже не разбираюсь. Но это, видимо, заказывают, наверное, документы какие-то имеют. В общем, ответственного лица тут нет, который может ответить на эти вопросы. Ребят, Парень я так что-то понимаю, тут надо пытается. вызывать сотрудников и оформлять. Я не вижу другого выхода, честно скажу. Полиция, здравствуйте, оперативно дежурный служба 02, старший лейтенант Носова. Чем мы можем помочь? Здравствуйте, а хотели бы вызвать сотрудников полиции? На какой адрес? Город Москва, улица Сеславинская, дом 16, корпус 1. Это что? Где это, интересно, такая улица? Магазин, что там? Первый раз Магазин слышу. продукты, да, наш маркет вроде называется. Что случилось у вас? Приобрели, к сожалению, просроченные товары. Так, не детское питание, нет? Нет, не детское питание. Тут, к сожалению, очень большой объем, в том числе товары без сопроводительной документации. Голос такой милый, с кем он разговаривает. Я почему-то даже задумался. Он какой-то такой успокаивающий, нет? Предоставить нам ее не могут. Нам нужен участковый либо сок. Хорошо, ждайте сотрудников, пожалуйста. Все, спасибо, хорошего вам дня. До свидания. Всего доброго. Не, ребят, я говорю, если Да? бы кассир Такая? сразу не начал бы вот эту вот клоунаду устраивать этот цирк и просто извинился бы, вопросов бы не было, убрал все быстро. Но когда уже доходит до того, что мы уже собрали 2 корзины, и это мы собрали своими руками, Приятно. когда мы ему указали на конкретные нарушения, вот то, что товары лежат с нарушением, и он ничего не убрал, я не знаю, какой тут еще выход есть. В общем, я вижу, какое отношение, и я вижу, сколько нарушений, что за этим магазином давно никто не следил. И просто то, что мы сейчас скажем, мы уйдем, я на 99% Голос, уверен, да, что ничего прикольный. в магазине не изменится. Мы уйдем, и все так же будет работать. Поэтому я считаю, ну тут просто без полиции и без публикации видео в каких-то социальных сетях не обойтись. Я всегда говорю, они боятся не штрафа, они боятся общественного порицания. И общественное порицание это даете им вы. Вот я прерву воду прямо при вас пока говорю, да? Святой источник для детей, спортик. А она Спортик. до 04.03.24 для детского питания вода. Прям купим, может продаст. И ваучеры МММ. Мандат. Это слово, я его не слышал лет 500, наверное, про это слово мандат. Ну, нормально, нормально. Вот он, мандат, понял? Нет, запомнил?
Мандат нужен на любую проверку, да. Да, вот тут любой сразу. Да я его нету, я не имею права выходить. Вот кто его проверил, спросите мандат. Полномочия. О боже. Ну я говорю, потеплело. Потеплело, все. Я пойду сейчас мандат попрошу. Я могу, да. Я такой. Водичку можно купить? Давай, что? Я покупаю. Ну так, в принципе, догадываюсь, что товар просрочен, все равно его продают. Я вот слышал, женщина, которая покупала до этого, объясняла кассиру, что у нас должен быть какой-то мандат, чтобы проверять магазин. Мандат Чтобы есть, просто нет? найти просрочку и указать на нарушение. Почему-то в головах людей у нас должны быть какие-то дополнительные документы, которые дают нам право это делать. Ребят, вы обычные покупатели. Вы пришли, заметили, указали кассиру на проблему. Все. Мы на улице увидели какая-то драка. Нам что, нужны какие-то, я не знаю, медали, заслуги, чтобы нам подойти и помочь или вызвать полицию, чтобы она приехала, разобралась? Что за бред? Это вот, я не знаю, откуда такое в головах у людей. У меня нет цели. Малая никуда бомбит. ругаться. Но то же самое и про камеру. Почему, с чего вы взяли, что такое Могет. разрешение должно быть? Ребят, если вы хотите получать ранний доступ к контенту, если вы хотите получить доступ к эксклюзивному контенту, к эксклюзивным видео без цензуры, которых не будет на ютубе, И если вы хотите... к моей правовой базе со всеми статьями, О, нормально. А если вы хотите получить доступ ко всем фильмам, которые мы смотрим, к аниме, «Атаку Титанов» первый сезон посмотрели, день через день загружают, день фильм, день аниме, то вы просто переходите по первой ссылочке внизу в описании, подписывайтесь куда? На Бусти. Потому что именно там вы можете не только посмотреть прекрасный контент, да, который просто улыбнуться лишний раз и убьет ваше время очень хорошо. На работе, на учебе, там, в дороге, еще где-то. Но и что? Правильно. Поддержать любимого стримера копеечкой, да? Вот иногда вот так вот думаю, вот так вот. Вот все-таки там заправиться вот иногда, да. В общем, поддержать, да, копеечкой. Спасибо вам большое, люди добрые, господи, спасибо. Можно срок годности посмотреть? Что это было? Ладно. Вот это вот. Ничего не понял, но очень интересно. Да там надо наряд этот вызывать. Наряд. Алло. Свежее? Тоже Прям просрочено. срочно. От 06.03.24 срок годности 30 суток. А вот этого можно срок годности посмотреть? И вот этого сразу. Хотя бы дает коробки посмотреть. Может, хоть это свежее. Тут вообще даты изготовления я не вижу. Нет, пока оставляйте нам. Это нам оставляйте, я сейчас сложу к себе. Или вы на прилавок обратно хотите выставить, чтобы это продавалось? Тут я вообще дату изготовления не вижу. И вот это вот сверху. Ну, покажете, нет? Это вы мне затрудняете. Покажите и все. Я, может, куплю это. Я покупатель, ознакомлюсь со сроками годности товара, прежде чем покупать. Сделать обоснованный выбор. Ну, Вы не такое. знаете, дата? Там написано. Может, я не вижу. Все написано. Тут, к сожалению, даты изготовления я не вижу. Вот это можно посмотреть? И пахлаву. Не задерживайте очередь. Вы мешаете людям. Это вы мешаете сейчас людям, задерживая очередь. Я ознакомлюсь с товаром перед покупкой. Дайте, и я отойду. Там написано, можете прочитать. Нельзя прочитать. Ты же не читаешь, когда продаешь, поэтому дай я посмотрю сам. Если было бы написано, я бы не просил. Вот, все написано. Там нет даты изготовления. Почитайте, там написано. Еще раз говорю, там не написано. Я не пойму, и резко это О, это к нам. деградация? Здравствуйте. В полицию я. Здорово, отец. Да. Безусловно. Пока вас ждали, продали еще просроченное детское питание, товар для питания детей. Поэтому сюда в любом случае нужен либо участковый, либо следственная оперативная группа, поскольку надо зафиксировать и убирать это все с прилавка. Я вот что-то, вы знаете, вот у меня есть дар предугадывать, знаете, вот какие-либо события. Я вот так вышло, что уже с огромным количеством полицейских в силу, так скажем, прошлой своей жизни, да, вот этой вот, которая вот до стримов была, пообщался и здесь. И я, знаете, умею безошибочно с первого взгляда угадывать все-таки. Да, даже еще до момента, пока они не успели «здравствуйте» сказать, потому что просто не всегда говорят. Я сразу чувствую, да. Просто покупатели. Документы есть? Ваши. Чьи? Что приобретали? Приобретали вот водичка детская, читас, и вот этот чучхелок, он сказал, он домашний, а никакой документации нет. Ни товаросопроводительной документации, ни маркировки, ничего нет. Вот я такого чувствую, товара какая-то много, на самом деле, подстава. лежит.
Просто мы не можем с вами убрать, естественно, у нас нет таких полномочий, чтобы за прилавок залезать и так далее. Поэтому мы вызвали сотрудников полиции, чтобы они как-то посодействовали. Я на 102 сказал сразу, когда вызывал. Нам нужен участковый либо СОК. Сюда участковый. По просрочке. Сюда мне по-любому кто-то. Либо нужен сюда кто-то, либо, Кома. я не знаю, какие наши действия. Ну, здесь вот гражданин, кто покупал товар, вот, просроченный, он говорит, он уточнял, когда в 112 обращался, что ему нужен участковый, чтобы изъять товар, просроченный. Осмотр места происшествия сделать, чтобы зафиксировать факт. Осмотр, чтобы здесь место происшествия. Плюс они продолжают его реализовывать, они не убирают его. Ну, здесь не один товар. Там 2 корзины еще стоят в той части зала. Так, действия наши какие? Либо гражданин пишет заявление, потом по это участковому, участковый же в Роспотребнадзор, правильно? Ну вот меня прям требует участкового. Закон требует участкового. К сожалению, неправильно. 10-9, 10-0, 10-0. Помните, как в этом на Олимпийских играх? Оценки. Молодец, говорит. Вам, говорит, сюда никого не отправят. Это гениально. Это просто, это потрясающе, ребята. Это я безошибочно уже который раз угадываю. Я чую, понимаете, чуйка, она 100% работает. Почему? Это, кстати, первый раз я такое слышу, что никого не отправят. Это как? А как тогда быть-то? Ну, что делать? Вы будете сами все фиксировать? Мы не изымаем товар. Если есть какие-то претензии у вас к данному магазину, что здесь продают просроченную продукцию. Внимание! Сейчас все сведется к Роспотребнадзору. Это я слышал неоднократно. Сейчас вот это слово Роспотребнадзор сразу сейчас будут обращайтесь туда. Я вот вам вангую. Судя по тому, что даже не хотят отправлять участкового, я тебе 500% даю, что там в коме полотдела находится. И 100% сейчас вот эту фразу скажут. 200 вам процентов даю. Пишется заявление. Заявление это регистрируется. Может ошибаюсь. Кому этот магазин по территориальности принадлежит, ваше зарегистрированное заявление будет ему направлено, он уже будет по вашему заявлению проводить проверку. Смотрите, согласно регламенту взаимодействия органов внутренних дел и Роспотребнадзора, сотрудники органов внутренних дел обязаны зафиксировать факт. Я не фиксирую. Я понимаю, вы можете передать это. К сожалению, у меня тут других людей тоже нет, кроме как вам это все высказывать. Поскольку сейчас происходит длящееся правонарушение, если вы просто примете заявление и уедете, по сути, вы оставили место правонарушения. И правонарушение продолжает происходить. У меня нет таких полномочий, я не занимаюсь изъятием какого-либо товара. У меня нет таких полномочий. Я понимаю прекрасно. Мне Поэтому вообще- сок либо участковый. К сожалению. Мне сказали, сок сюда не будут продавать. Скажите, пожалуйста, номер дежурной части, я сам позвоню. Тут в любом случае происходит правонарушение, и надо его пресекать. Ну давай, не подведи. Ну. Давай. Так, дежурная часть просто... Так. Поехали Просто. дальше. Или даже звонок не прошел. А регистрацию а? Новый нет, правильно? Поехали. А регистрации, мой хороший, так и нет. Я понял. Алло, О, здравствуйте. алло. Вызывали сотрудника... Давай, не подведи хотя бы ты. Ну давай на телефонной трубке. Мочи, родной, мочи, я вас верю. Если вы сказали, что СОК, следственно-оперативная группа, расшифровываю, и участковый не приедет, я уверен, что это ты. Ты был вот эти вот основной причиной, потому что те звонили именно тебе. Давай, родной, давай, мой хороший. Давай, мочи. Ну, записываешь? У нас тут уважаемые люди просто смотрят, как раз им под запись надо. В полиции в магазин «Наш маркет», Славянская, 16. Приехали сотрудники ППС, говорят, что участковый не приедет. Здесь просроченное детское питание для детей до 6 лет. Плюс 2 корзины просроченного товара. Сюда нужен участковый либо следственно-оперативная группа, чтобы зафиксировать данный факт. И передать материал дела Роспотребнадзору. Ну, они говорят, занимаемся изъятием просроченного товара. Полиция не дает.
хороший, я в тебе не сомневался. Молодец, молодец, родной, молодец. В дежурке сидишь, мочишь, просто мочишь. Молодец, мой дорогой. Давай дальше. Смотрите, Давай. согласно регламенту взаимодействия органов... Что? Слово? Я услышал ключевое, нет? Внимание! Смотрите, согласно... 10-9, 10-0, 10-0. Просто безошибочно, заметьте, нигде не ошибся. Просто вот насколько же, господи, к сожалению, вот это просто уже, я не знаю, это вот этот вот идиотизм, он, понимаете, он просто, он везде, это как какая-то зараза там распространяется, понимаете? Это вот просто вот яму берешь сам себе, вот, говорит, сейчас, говорит, подожди, говорит, Роспотребнадзор, да, глубже копай, да, сейчас Роспотребнадзор, потом это служебная проверка. Ой-ой-ой, горячо. Согласно регламенту взаимодействия органов МВД и Роспотребнадзора, вы обязаны зафиксировать данный факт. Они, к сожалению, сотрудники полиции говорят, что не могут ничего сделать, которые здесь на месте. Вы пишите заявление, если вы хотите писать заявление, то фиксируйте это. Еще раз говорю, вы обязаны вызвать участкового, либо следственно... Да, Обязан. не кричи. Истеричка. Так, молодец. Угу. А как, ты представляешь, это он в дежурке работает. Он с людьми общается, он заявление принимает. Успокойся. Еще раз говорю. Успокойся, не кричите, еще раз говорю. Вы обязаны вызвать. Кричите. Вы не слышали, как я кричу еще. Вы не слышали, как я кричу. Специально для таких громкоговорящих. Когда приходят, есть прекрасная служба, которая проверяет вашу профпригодность. Замечательная служба. Господи, дай вам Бог, мужики, здоровья. Настолько вы уже приезжали этих вот разных наших вот этих вот псевдоотделов и всего остального, что просто уже, я не знаю, мне кажется, вас работой просто завалили. Но вы ее так быстро разгребаете, у вас дар, видать, какой-то, да. Когда у вас вот этот вот человек, который на том стороне провода, это же посмотрят, когда был звонок. Это же посмотрят, это 100%, когда начнется служебная проверка, вот эту вот истеричку, вот эту, по-другому не назову. Я не хочу никогда никого оскорблять, но это не сотрудник. Это просто истеричка, которая сидит, и он не профпригоден. Почему он не профпригоден? Потому что, да, тягость вот этого, да, лишение службы нести, да, быть психически в нормальном всегда состоянии, да, бороться со стрессовыми ситуациями и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот мне уже смс-очка пришла, между прочим, да, на часике. Записываем. Молодцы. Вот, да, там УСБ, там 3 буквы замечательные. Молодцы, ребята, как часы работают. Да. И потом вот, когда они приходят в отдел, и ты такой, я вам сейчас покажу, вы еще не знаете, как я кричу. Я сильный, я дивергент, я смотрю аниме. Все. Никто никогда так не говорит. Почему-то все потом сидят. Вот сколько я фотографий потом видел, когда ребята заходят, их фотографируют, да. Они все сидят с грустным лицом. Очень грустным. Сидит он с грустным лицом, кто в аквариуме сидел и звонки принимал. Потом сидит начальник отдела, замначальника отдела. Все вот это по воспитательной работе, если сейчас они есть. Все сидят и очень грустные. И не понимаю почему. Все сидят из-за одного неумного сотрудника, выслушивают все. И потом получают все. Вот, поэтому, да, очень с грустным взглядом, да. Никто никогда не говорит, какой он громкий, какой он этот, да. Поэтому, ребят, если пошли на службу, служите. Сложно, согласен, сложно. Дай бог здоровья всем тем ребятам, которые несут службу и достойно несут. Как бы там сложно не было, а у вас очень сложно, ребята. Ну, это просто трэш у вас что творится. Ну, крепитесь, мужики. Кто еще вот, ну, вот он является, вот, да, кто не работает, а служит. Спасибо вам за вашу службу. Нелегкую, на самом деле, службу. Уж приходится насмотреть на разное. Вот. Но кто крепится, кто держится, мы вас встречаем на рейдах. Встречаем, и вы с нами общаетесь и отходите. Очень много таких ребят, которые, они их клонят, но они не ломаются. Молодцы, мужики. Молодцы, дай вам бог. Можете показать.
Еще раз говорю, вы обязаны вызвать участкового либо СОК. Еще раз вам Тут говорю. возможен я- состав уголовной статьи 238, часть 2. Еще раз говорю. Товары, опасные для питания детей до 6 лет. Просроченного товара. Вы можете зафиксировать протоколом осмотра О, и оставить боже. магазин под ответственное хранение. Я вам еще раз говорю, мы не занимаемся изъятием просроченного товара. Зафиксировать протоколом осмотра, не изымать. Собирайтесь. Я говорю, в Роспотребнадзор звоните. Я могу это сделать через сотрудников полиции. Что? Я могу это сделать, А? зафиксировать данный факт через сотрудников полиции. Роспотребнадзор сюда не приедет. Здесь происходит факт административного правонарушения, длящийся правонарушения. Его надо пресечь. Или вы хотите сказать, нам оставить просрочку на прилавках и уйти просто? Написать бумажку и уйти. Ну, вы зафиксируйте это на видео там. Так его продолжат продавать, продолжат травить людей, понимаете? Он остается на прилавках. Это Почему мы торгуемся? Почему? Если человек говорит по закону, это же все элементарно, это все не какие-то супер, там какие-то редкие ситуации. Это обычная штатная ситуация, в которой просто вызывают участкового, чтобы он изъял товар. Или просто зафиксировал его продажу некачественного товара в магазине. Почему мы торгуемся? Почему мы думаем, что надо написать, писать, куда-то ехать, приехать? Зачем придумывать слона, когда он уже придуман? Уже он и так велосипед, он есть. Ну как? товар. На сотрудники магазина, что пояснить? Они ничего не хотят делать, они вот стоят, просто ходят вокруг нас. Если бы они сразу убрали, вопросов бы к ним не было. Я думаю, они бы убрали, если бы что-то там реально было там просрочено. Ну, вы можете думать все, что угодно, тут факт, зафиксировано административное правонарушение. Еще раз говорю, Купили. Мы не занимаемся изъятием просроченного товара. Смотрите, я прошу вас, участкового, чтобы составить протокол осмотра места происшествия, чтобы зафиксировать данный факт и передать эти материалы дела в Роспотребнадзор. Сотрудники Роспотребнадзора почему не могут приехать? Чтобы они приехали, вы должны сначала зафиксировать данный факт и направить материалы дела в Роспотребнадзор. Иначе они не сделают выезд. К сожалению, это факт. Вы думаете, я хочу с вами спорить, ругаться? Да ни в коем случае. Мне надо, чтобы просрочки не было на прилавке. Все. Вы кто? Вы какой-то общественной организации, что ли, или что? Я обычный покупатель. Не похоже, что вы обычный покупатель. Ну, может быть. Я считаю себя обычным покупателем. Я даже комментировать это не хочу. Часа ожидаете? Приедет? Я думаю, да. Вы думаете, или все-таки вы пошлете сюда участкового либо СОК? Какое-то время. Нет, мы готовы ждать без проблем. Но приеду сейчас там к вам сотрудничать. Сколько примерно по времени Я ждать? думаю, Скажите, да. пожалуйста. Ну, минут 30, я думаю. Все, хорошо. Через 30 минут, если что, мы вам наберем еще раз. Участкового либо СОК, пожалуйста, сюда. Томас, спасибо. Хорошо. Все, спасибо. Ребят, я говорю, я не хочу ругаться, я уже Спасибо, устал брат, ругаться, приятно. собачиться со всеми. Я просто хочу, чтобы мы зафиксировали этот факт, убрали тухляк с прилавка, и мы Рад спокойно видеть. пошли по своим делам, честно. Поэтому я общаюсь максимально корректно, максимально вежливо. И, как видите, можно достучаться не только с агрессией, а и объяснив. Почему-то человек на том конце провода, возможно, не знает, как это делается. Почему-то он недостаточно грамотный, компетентный, возможно, в этой сфере. Поэтому я ему спокойно объяснил, и мы пришли к консенсусу, к какому-то общему знаменателю, что сюда приедут сотрудники. Если у вас есть протокол принятия устного заявления с собой, я могу пока вам подать заявление, пока СОК или участковый едет. Устного заявления есть у вас протокол принятия с собой? Просто что времени не терять. Ну, сотрудники полиции проверят, если все окей, отпустят, я думаю. Вряд ли. Но все окей, так скажем. Сегодня 14. Кончилось 6. Самое главное, что Кончились. регистрация. Ну, тогда мы подождем, хорошо. Вышли подышать свежим Кончились. воздухом. Только что кончились перед вами. Вот буквально вот секунду назад все закончилось. Все закончилось. Только что. Только вот буквально вот сейчас. Участковый займется, а то, что магазин, по сути, продолжит реализовывать некачественный просроченный товар, ну, как бы на это все закрывают глаза. То, что продолжится правонарушение, понимаете, правонарушение это не устранится. Это все равно, что сотрудники полиции увидели бы драку и сказали бы, ну, давайте, вы заявление напишите. Сфоткайте. Да, сфоткайте там сами, запишите заявление, а потом участковый разберется с нападавшими. Но это вот равносильно плюс-минус. Понятно, что очень утрированно и грубо, но это равносильно. То есть правонарушение продолжается, но сотрудник полиции говорит, мы ничего не можем сделать, просто напишите заявление и все. Все в коме. Магазин продолжит нарушать. Смотри, вот эти две, я вижу, свежие. Там есть срок годности, все окей. Но выглядят они не самым свежим образом. Какой-то белый налет уже. Я не удивлюсь, если в новую коробку пересыпали сверху старое. 100% просто так и продают. есть. Но тут я никак не могу, к сожалению, проверить, а по маркировке 100%. которая сбоку, это до ноября 2024 года. У этих здесь не написано спереди. Слушай, может, ты нам пока покажешь срок годности у этого товара? Посмотреть, свежий он или нет, зачем? Только что сказал, что ты сын начальника, поможешь нам, уже не работаешь. Я согласился помочь, но кассир его забирает, так что я уже поменял табличку у нас в магазине.
Все, я понял. Я понял. Из друзей в эти... Я все поменял, звонок получил, ЦУ другие получил. Буду теперь действовать по-другому. Ну, давай. Ну, хорошо, табом оформлять. Без проблем. Переобувочная включается очень быстро. Я не удивлен, в принципе. Это стандартная тоже, на самом деле, вещь. Вроде не сотрудник магазина, но вроде как и говорит всем, почему магазин не работает. Объясняет, меняет таблички. Но у меня к нему вопросов как бы нет. Он подошел, предложил помочь. Так мог сделать любой из вас, любой мой подписчик. Он не хозяин магазина. Тут действительно должен быть либо директор, либо ответственное лицо. Не работает. Магазин холодеет. Но вам некому помогать. Все может быть. Сейчас он, судя по вот этим вот пустым телячьим глазам, ну что-то сейчас вот какая-то пена. Из-за вас магазин? Нет, это из-за того, что у них горы просрочки и нет регистрации у кассира. Я тут ни при чем, я не могу закрывать магазины. Не имею таких полномочий. То есть из-за вас я не могу купить сейчас хорошую фрукты? С тобой как, вот как с такими общаться? Ну что, ему банан кинуть? Я не знаю, ну что, как с ним общаться? На каком языке? На ублюдском? Ну как? Ну вот вы говорите, вот всегда нужно, нельзя там на там какие-то вот негатив отвечать, надо всегда только позитивом. Но он не понимает. Ему вот только на одном, вот таким людям только на одном языке с телячьими глазами им отвечать только на одном языке. Спокойно, без лишних слов, просто спокойно ему ответить. По-другому он не поймет. Я уверен, сейчас Артем ему что-то будет пытаться, он уже ему пытается что-то объяснить. Причем он ему спокойно сказал. Нету регистрации и куча просрочки. Но здесь это все, это вот они. Где я? Все. Либо это обычная торпеда, то есть ее запустили от магазина. Очень часто, кстати, так делают. На рейдах это замечал. Торпеды вот эти запускают, которые вот она летит вот так вот. А чё вы кто? А куда? А зачем? Но они очень быстро уходят куда-то, почему-то, не знаю почему. Быстро разворачиваются, куда-то убегают. Не особо у нас с ними общение складывается. Да, я очень культурный, заметьте. Дядя Петя, ты дурак? Вы, видимо, меня не слышите. Если у вас проблемы со слухом, рекомендую обратиться к лору. Я больше не могу вам ничего сказать. У меня один вопрос. По какой причине, вот всегда, когда происходят вот такие ситуации, где я? Я очень хочу, я жажду. Я правду вам говорю, я не знаю, я не понимаю, как это работает. Я почему-то, когда рядом нахожусь, всегда сразу все прекращается, все затихает и все угасает, этот огонек. Почему он раздувается только, когда меня нет? Как это вообще происходит? Тёмыч вроде себя так же ведет, все так же, как я не пойму, я какой-то катализатор, что ли? Я не понимаю, почему полицейский стоит, молчит. Сейчас у вас проблемы с лицом будут. Что, полицейский, он сказать ничего не может? Вывести его за шкирку, дурака этого неумного. Вы мне угрожаете? Я вам не угрожаю, вы занимаетесь ерундой. А какие проблемы с лицом у меня сейчас будут? То, что мы вывели много просроченного товара, в том числе просроченное питание для детей. Слушайте, мне наплевать на самом деле, что тут вы... Ну, в принципе, наплевать, что детей травят, что других людей травят. Детей травят. Я в этом магазине отовариваюсь каждый день. Совпадение? Не думаю. А мы сегодня купили просроченный товар. Сейчас будут ключевые слова. Я здесь постоянно что-то покупаю. Мне все нравится. Если это так, то это 100% торпеда от хозяина магазина. 100%. В магазине лучше на районе фрукты и овощи. Обычно таких людей мои зрители называют... Ключевые слова полетели. Лучшие на районе. Фрукты, овощи. Самые лучшие. Ему говорят, магазин временно закрыт, потому что куча просрочки. Ему плевать. У него задача пропихнуть определенные слова. Они слышатся, они мне прям по ушам режут. Все читается. Ваша деятельность ангажирована. Хорошо. Нет, без разницы на ваш... Я лично знаю одну женщину. Вот с таким я не знаю, как общаться. Лично с ней знаком. Вот это же я же об этом не говорю. Какая женщина, говорить не буду. YouTube это не одобрит. Но очень ее хорошо знаю. Прекрасная. Работящая. Ни разу не отказывала. Ну как еще с ними разговаривать? Ну он
Ваше мнение? Тогда что вы здесь забыли тогда? А я же говорю, мне без разницы на ваше Что мнение. вы здесь забыли? После работы я хочу купить фрукты, овощи. Почему я Купи. из-за вас должен стоять и ждать продавца? Еще раз говорю, у вас нарушена причинно-следственная связь. Не из-за нас, а из-за того, что просрочка и нет регистрации у продавца. Вот вы можете к продавцу подойти и спросить, почему у тебя нет регистрации, брат? Почему просрочил? И он ответит, может быть, тебе, а может не ответит. А я вообще ни при чем. Учись строить цепочки логические. Поможет в жизни. Слушай, так Логические цепочки — это не про него. Я еще раз говорю, глаза сразу смотри, все, там все понятно. будет умный, конечно, вообще. Согласен. Из-за тебя страдают люди. Сам удивляюсь. Из-за этого магазина, из-за По того, глазам что вижу, нравится, как возможно, страдаешь. соседи страдают люди. Если ты это поддерживаешь, понимаешь, таких мои зрители обычно называют парашниками. Но тут дело как бы твое. Слушайте, парашники отовариваются в Ашанах и покупают китайские фрукты, овощи. А здесь, на самом деле, очень хорошие фрукты, овощи. А я про фрукты и овощи ничего не говорю. Да, фрукты и овощи выглядят неплохо, соглашусь. Я говорю про товары, про обычные. Про чипсы, которые просрочены, про детскую воду и так далее. Вот, смотри, стоит сзади тебя сын директора магазина, к вам представился. Ты можешь у него спросить? Просрочки может быть везде, как бы, да, там от этого никто не застрахован. Это не повод оправдывать магазин, торгующий тухляком в таких объемах. Просрочка, безусловно, может быть везде. Но ее в большинстве крупных сетей, по крайней мере, меньше. И есть маленькие магазинчики, в которых ее меньше. А здесь конкретно большие объемы. Реализация чущелы домашние, которые непонятно как изготовлены, какими грязными, чистыми руками, непонятно когда изготовлены и так далее. Боже. Эклеры, которые с кремом, которые просрочены больше, чем на 10 дней. Которыми оторвануться проще простого, которые за прилавка тебе выдают, и даже срок годности не посмотришь. Ну это ваш выбор, что вы хотите покупать, как бы. Нет, это не ваш выбор. Это Это просто- магазин обязан соблюдать законодательство Российской Федерации. А знаете как? На самом деле, вот результат бы был тот же. К сожалению, я готов это признать, но это к сожалению. Знаете, вот какой бы был результат при меньшем количестве слов, и он бы еще бы лучше даже был. Знаете какой? Если ответить ему на его языке, спокойно, даже без повышения голоса, и сказать одну знаменитую, как минимум, да, в СНГ фразу. Когда вот он начал пенить, просто ему можно сказать одну фразу. Ладно, две. Вот, да, в чате все сразу написали. Можно написать в комментариях, какая фраза бы стала катализатором для него. Он бы ее понял. Ну, это на его языке. Я думаю, что он часто туда ходит. Ну, если он вот так с людьми разговаривает. И продавать только свежие, качественные товары. Это не наш выбор, это не проблема покупателя. Ему плевать, ему плохо. Да видишь, у него вот этот взгляд орла. Которые несут свои деньги магазину. И это все включено в стоимость товара. Его изначальная закупочная стоимость, сотрудники и так далее. И как, вот кому он это объясняет? Кому? Ну, какому человеку он это объясняет? Ну, посмотри, у него он просто, ну, это люди, с которыми в последнюю очередь я бы разговаривал. Ну, ты просто, он стоит, ему что-то разговариваешь, ему вообще по барабану. Аренда помещения. Это Ему всё сказали, да, дам тебе 3 банки пива, если сейчас ты придешь туда, начнешь мощнить. Он говорит, хорошо, все, конец. включено в стоимость товара. И это обязаны делать сотрудники магазина. Само собой, во главе с директором, который Нет, ну, сейчас смотри будет, нет, ну, как бы, ну, вы понимаете? должен давать правильные указания. Закон, понятное дело. Нет, почему сейчас не могу из-за вас купить? Да мне без Зачем его только из больницы выпустили? Представляете, что мы на рейдах вообще смотрим? Вы понимаете, почему вот у меня вот седина на волосах, она закрадывается в мою голову. Вы представляете, что мы вообще видим? Вот это еще все подрезано. Вы понимаете вообще, с кем нам приходится иногда общаться? без разницы, что ты можешь, что ты не можешь. Ты можешь... Ну, у меня как-то после твоих слов особо уважения к тебе нет, поэтому я на ты перешел. Извини, если я тебя обидел. Блин, такой ты черт вообще. Смысл этого разговора какой? Ну, смысл, если все вот это вот одна фраза, было бы то же самое. Просто бы вот этого разговора не было. И Артем бы не потратил просто свое время. Смысл абсолютно тот же самый. Из-за тебя люди не должны страдать. Сказочный дол... Зачем его только из больницы выпустили? Такого человека в зеркале увидишь, возможно, в своей семье. Меня так не надо называть. Земля круглая. Согласен. Ну, у людей как бы свое мнение. Пожалуйста, нравится им таким питаться, пусть питаются. У парашников именно такое мнение. Продавать просрочку – это нормально. Они ее покупали, покупают. Боже. Как, просто объясните мне, как может быть настолько нарушено? Вот. Можно на превью? Мидас, ты здесь? Сделай, пожалуйста. Вот это раз лицо, и вот это 2 лицо. Вот тот, кто переобулся, вот он, стоит. И вот этот вот, можно вот 2 лица на превью. Передайте ему, пожалуйста. Да, и давайте я еще такой же сделаю. Вот это можно тоже на превью? А, нет, рот еще немножко приоткрыт. О, готовое превью. Маэстро, спасибо. Ну тут по-другому никак. Крупниками, естественно.
Причинно-следственная связь. Как человек дожил до своего возраста и настолько сильно не умеет строить логические цепочки. Сотрудники полиции задержали кассира из-за того, что у того просроченная регистрация. Руководство магазина закрыло магазин, в связи с чем тот перестал работать. А виноваты, естественно, блогеры, которые убирают туфляк. Посмотри, какой читас грязный. Он весь в пыли. Потому что стоит прямо на земле, считай. В этот раз мы грамотно сделали, мы с собой салфеточки взяли. Руки черные все после этой ерунды. Черные просто. Вот пока мы просрок ищем, черные, прям черные. Магазин вообще комнатка просто. Магазины, фрукты, овощи, всякие орешки. То есть это к тому, что следить за сроками годности, я уверен, 99% не Все в сложно. коме. И проверить, пройти хотя бы раз несколько дней срок годности, ну, как мне кажется, это прямая обязанность сотрудника данного магазина. До 09.03. Держи. Мать моя женщина, биоманьяк. 766 подаренных сабок. Вы понимаете, что кто вообще этот человек? Вы вообще осознаете? Это этот? Да, Жан-Клод Ван Дамм, Терминатор. Вы вообще понимаете, сколько он потратил денег, чтобы сделать приятное другим людям? Ну и мне, конечно, в том числе. Вы вообще осознаете? 700 сабок. 700 жес. Он, по-моему, в топ-10, да, входит? На всей платформе. Спасибо, родной. Спасибо, если в чате. Спасибо тебе большое. 09.03. Мы, на самом деле, сейчас помогаем магазину и облегчаем немножко жизнь, чтобы потом сотрудникам магазина... Облегчили мы жизнь недавно. Мы за них на все рейде. найдем. И посмотри, какой холодильник полупустой стал сразу. Я не хочу это говорить. Не хочу. Не хочу это говорить. Промолчи, просто промолчи. Ничего не говори. Молчи, ничего не говори. Я знаю сама. Авада Кедавра! Извини, пожалуйста. Недавно просто Гарри Поттера проходили. Я прошу прощения, мы здесь вставим рекламную паузу, естественно, от наших любимых оранжевых партнеров. Да. Ссылочку, как всегда, найдете в первом закрепленном комментарии. Да, можете зайти, забрать свой фрибет. Я постараюсь максимально задоджить и отвлечь ваше внимание от этого нелепого случая. Извините, извините меня, пожалуйста. Я никого не хотел. Правда, замечательный человек. Кстати, приехал, молодец. Да, можно зайти просто, да, зарегаться. И большое уважение. Спасибо вам, люди добрые, господи, за тех, кто переходит и просто регается. Спасибо, 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 стата, это очень круто, спасибо. Спасибо, спасибо. Нашли просроченный товар, купили его. Как нам кажется. К сожалению, да, приобрели, выявили просроченный Это товар. СОК, по-моему, пришел, следственно-оперативная группа. Купили и выявили товар без товаросопроводительной документации. Все, я понял, хорошо. Вы пока что, еще будете собирать? Нет, смотрите, мы бы хотели подать заявление по данному факту. Ну и чтобы вы зафиксировали данный факт и потребовали, чтобы они убрали просрочку. Если просроченный товар будет осмотрен, замечательно. Вот протокол осмотра. Заявление вы как, проследуете в сроковое отделение? Туда Я бы хотел вам подать устное заявление, если есть такая возможность. Возможность есть, если желаете. Сейчас осмотр сделаю? Давайте, конечно. Да, хорошо. Все, поедем. Так, начнем. Миграционная регистрация, патент и паспорт у меня. Пу-пу-пу. Приобрели мы, получается, чипсы, воду вот эту детскую и чучхелу приобрели. Где старшие магазины? Ну вот парень представился сыном директора, я не знаю. Старших нет, но через меня можно. То есть вы пока, да, представляете интересы данного магазина? Старших нет, но через меня можно. Вы заявитель, получается, да? Я заявитель, да. Я как участник, получается, записан. Да. Как она называется? Артем Вульф. Спасибо. Магазин работает? Чего? Кассира нет. Ну-ка еще-ка разочек, другалек мой. Так. Магазин работает? Молодой взял, все спалил. Поздоровалась. А вторая торпеда пошла. Пошла вторая торпеда, который спалился. Сейчас что-то будет. Это вот надо нагнетение нужно. Кассира нет. Мужчина, подождите пока снаружи. Там или покупать надо? Так кассира нет. Никто не продаст. Я бесплатно возьму.
Пожалуйста. Бесплатно не возьмете? Обратите внимание, данный человек, который, возможно, подрабатывает клоуном, делает вид, что не имеет отношения к данному магазину и не знает, закрыт магазин или нет, но при этом жмет руку сыну директора магазина, а как он себя проявит дальше, вы увидите сами. А что вы снимаете? Я не знаю, что вот здесь достойного в этом. Я не могу понять. Ну, это крайне недостойное поведение. Я ведь похвалил, я говорю, вот молодцы люди. На контрасте молодцы. Ну зачем это делать? Ну зачем? Просто, ну за каким? Хочу. Знакомы с собой? Нет, с тобой нет. Иди нормальным делом занимайся. Иди сам нормальным делом Да, занимайся. иди нормальным делом занимайся. Иди занимайся. Какая-то поза должна быть странная. Ну, от тебя, Не да. то, что вот так ходить тиктокой. Тиктоки. Новое поколение тиктоков. Все, давайте я подпишу. Смотрите, ручку в ручку, здесь посередине. Давай, протяни руки. Угу. Давай. Ну давай. Просто давай. Просто попробуй. Я отвечаю, я туда без Артема приеду. И точно не один. На нас пусть так посмотрит. И вообще, вот вы представляете, вот когда говорят, вот как мне здесь промолчать? Когда говорят, вы не снимаете, да, там вот кассиры, девушки, там еще что-то, да, вот это вот карусель говорится. Но при этом эти же люди, они подходят и вот так вот позволяют себя вести с русскими девушками. Я не хочу делить. У таких людей нет наций. Я говорил это и буду говорить. И я ему в глаза это готов сказать. Здесь вопрос в другом. Это делает тебя мудрее, умнее. У тебя башка седая. Может быть, это показывает твое воспитание. Может быть, показывает, как ты правильно себя ведешь. Ну, вы уже знаете ситуацию. Уже стоит, приехали от правоохранительных органов. У вас нашли просрочку. Ведь вы правильно начали себя вести. Покажите себя достойно. Ребят, просто фраза. Это не зашквар. Просто скажите, мы все удалим, мы все устраним. Мы наведем порядок в магазине. Парни, приходите в любой момент завтрашнего дня. У нас будет чистота, порядок. Отмыть магазин, ну, всем коллективам они это сделают мгновенно, при желании. И вот так вот себя вести, ну, не знаю. По-моему, недостойно. Очень недостойно. Взрослого человека. Вот так вот скажу. Смешной. Они меня побить хотели, потому что я банку кваса Они меня из-за банки кваса побить хотели. Я уронил банку кваса. Вот, смотрите, как они обращаются. А нас вырежут? Нас забьют, что ли, вырежут? Не я монтажер. А можно? Все тогда. Пока все, да. Так. Я думаю, остальное они сейчас уберут сами. Нам еще возврат денежных средств, если что, надо было сделать сейчас закупленный товар. 288 рублей, 38 рублей. Угу. Это возврат денежных средств, закупленный просроченный товар, верно? Так, вы попросили. А как он за кассу встал? Это ж не сотрудник магазина. Забавно. Я спрашиваю, а то мало ли ты потом скажешь, я у тебя украл эти деньги. Я думаю, тебе их воровать не зачем. Это факт. Не считаю, то мало ли, дурачок. Нет, Мне надо прекращать Артема смотреть и на рейды с ним ходить. У меня что-то начинает все чаще прорывать. Таблетки перестают действовать. Меня все чаще начинает подрывать этот самый. я верю. Это возврат денежных средств за купленный просроченный товар, верно? Да, все. К нам сейчас претензии какие-то есть у магазина? Оплатить что-то нужно сейчас? Ты что-то хочешь купить? Нет, просто нужно что-то оплатить. Вы хотите, чтобы я что-то оплатил? Нет. Ну, имеется в виду, если там что-то, может, разбили. Единственная просьба, что уберите то, что вот на полу и все. Ты что, дурак?
Я понял. А это вы сейчас будете все утилизировать. Это не мы. Ну вот и все. А куда и как вы это будете делать, мне, честно говоря, без разницы. Кто меня слышит, хлопните раз! Я... Цензурная брань уже пошла. Детки шутят, играют, и не понимают, что это статья 20.1 мелкое хулиганство. И потом очень будет не смешно, когда маму водил будут вызывать. Мне без разницы на детей. Ну, сам факт. Все, наконец-то все. Все, верно, да. Заявление по принятию устного заявления сейчас передам. Я первый раз таких вижу. В основном всегда работяги наоборот поддерживают, помогают. Там, я не знаю, топят. Мы всегда благодарим, кстати, за это. На любом рейде вообще. Никогда, ни разу. На рейдах я не видел, чтобы Тёма там, я отказывали кому-то там. В тот раз даже, помните, малому там что-то подогнали. Дежурную часть его закуспируют. Если желаете, можете... Это чисто такие эти... Ну, я даже говорить не хочу, это все понятно. Обратиться за получением корешочка. Так. О том, что ваше заявление зарегистрировано в книгу учета сообщений преступлений. А не подскажете вы, кто след? Крикнуть, тявкнуть, толпой избить. Фанаты. Они никаким фанатам не имеют отношения. Не позорят слово. Прекрати ты что. Это просто, это вот, ну, сброд обычный. Сброд, который просто друг перед дружкой не тявкают, а, ну, их вот возьмут просто элементарно вот так посадят. И все. И все это закончится. Ну, это гиены, да, обычные. Это, а мы пойдем на север, но только это не круто. Но это шкварятся люди. Реально шкварятся, причем они вырастут, это в интернете же останется. То есть, ну, потом они просто лицо свое не отмоют, допустим, там, не в нормальной компании, им скажут: ты что, друг, иди отсюда. То, что вот он крикнул из-за двери, ну, ему скажут: ну, мы с такими не общаемся в любой нормальной компании. Ну, ладно. Следователь, дознаватель? Следователь МВД по району Филевский парк. Как вас зовут? Моя фамилия Киселев, зовут Вадим Сергеевич. Вадим Сергеевич. Молодец. Следователь молодец. Четко, ровно, все спокойно. Если там обидел, это без обид. Четко. Четкие действия. Молодец. Пришел, прям отработал, все сделал. Сейчас происходит длящееся правонарушение. Я попросил вас потребовать, чтобы все-таки сотрудники магазина вскрыли просроченные товары и убрали с прилавка. Ну это, пожалуйста. Не просто уносить его, нарушить целостность упаковки у просроченного товара. Молодец. Где у вас выход? Стрессоустойчивый. На выход, на помойку. Когда фотки будут? После окончания рейда. Через сколько, например? Вот сейчас все это выкинем. О, давайте отсюда. Да, давайте нам можно? Нельзя забрать, надо тренировать, нельзя. Не дай бог отравиться. Не, мы не отравимся. Можно чокупайки хотя бы? Не, ни в коем случае. Нельзя. Хотя бы чокупайки. Хотя бы в школу не пойдем. А чьи-то можно? Девушка, пожалуйста, положите на место. Я не пойму сейчас нескольких вещей. Сейчас крупно покажут. Я искренне, ну, не могу понять одного. Вот эти два работяги что здесь делают? Я сейчас без шуток говорю. Парни, если меня услышат, ну, это нормальные вроде спортики. Пацаны такие, знаешь, ну, типа, я по взгляду, допустим, вижу его, то, что он, ну, он что-то из себя какую-то, хоть что-то представляет. Девчонка, ну, типа, которая косит под абсоса обычного, ну, это, не знаю, ну, типа, это круто? Где? Круто-то. Тявкнуть, что-то там полаять, выделиться. Вон, мой дом прям близко. Отведете ко мне? Да. У вас ножи есть? Ножи или что-то знаете? Возьмите, пожалуйста, с собой нож, да, будете вскрывать. Ну, это понятно. Принеси нож. Это мусор еще принеси. Шпана. Надо, кстати, передать куда следует. Посмотреть, какая там шпана в Филе. Фили, по-моему, правильно ударение. Фили. Это станция метро. Фили, по-моему. Я просто сам не московский. Понял? А чипсы можно взять хотя бы?
Срок годности, он подлежит уничтожению, возвращению в магазин. То есть есть некоторые... Знаете, что самое херовое? Я, за морали не любитель, что-то гнать и так далее. Смотрите, короче, чуть постарше, вот там вот стоят, за мужиком. Или не совсем мужиком, не знаю, не в курсах лично не общался. Там постарше. Здесь чуть помладше. Здесь вообще пацаны совсем маленькие, они даже не вдупляют, что происходит. Но они уже здесь учатся. Вот здесь за мной вот еще один, вон стоит второй. То есть если мы мотнем, мы увидим то, что стоит еще один. Там тоже совсем вон они малые. И все они смотрят вот, типа это круто. Я просто... то, что этот пальцем в жопе будет полжизни ковыряться, это понятно. Я не понимаю вот эти вот, что, куда, зачем. Я просто первый раз такое вижу, я не сталкивался с этим. Возвращению в магазин. Есть некоторые производства, которые принимают товар обратно. Вы должны либо его сдавать, либо на уничтожение. На крайний случай вы перебираете товар, выставляете по большой скидке пенсионерам. Я хоть убей все равно, что бы они там ни говорили, я не понимаю, что вот эти вот взрослые здесь делают. Вообще не понимаю. Вот подходит 2 дня, поймешь, что не продается. Покупает. Пенсионер. Это понятно, хочет нарисоваться перед девкой, хоть перед кем-то хочет нарисоваться. Хочет быть маминым этим штурмовиком, великим этим космодесантником, я не знаю, кем он там хочет стать. Это понятно, это все предельно ясно. Но что вот те делают? Не знаю, я не любитель вот это, а вот в наше время, вот там вот было, вот мы у нас когда, мы что только не вытворяли. Вообще просто трэш что вытворяли. Но у нас было четкое понимание. Старших мы слушали, реально слушали. Даже те, которые тоже непонятно, что вытворяют, но нам четко говорили. Говорили, здесь хорош ерундой заниматься, мы слышали. Там, когда помладше, были. То есть была какая-то градация. И было типа в кайф, когда потом мы стали постарше, также молодым. То есть ты идешь ему говоришь, слышь, дружочек, пехота, немножко подуспокойтесь. Раз, то есть, понимаешь, был какой-то, поняли, это какой-то баланс был. Причем это было не зашкварно, получить замечание, наоборот, ты услышал, все. Ты, ты типа, это наоборот нормально. Ты себя показал, что адекватный, ты ровный чувак, который, живет по каким-то определенным законом, там, закон улицы или там, я не знаю, закон еще чего-то. Вот когда он сейчас кукарекнул то, что там шпана там такая-то, там короли Москвы, еще 5-10, он это где-то услышал. Он в его возрасте, он не мог это сам придумать. Значит, есть какая-то определенная здесь вот эта вот тема. Да-да-да, баланс был, просто потерялась цепочка, да, и потом все это разорвалось. То есть здесь младший тоже это услышал от старшего. Я так думаю, что здесь надо потянуть старших, вот этих вот, просто за ними понаблюдать, я не знаю, пару оперов поставить, просто чтобы за ними посмотрели, что они вообще творят, как они разговаривают, послушать их как следует. Вообще, где они, что они, как они двигаются. И просто потом всех за жабры взять и подтянуть. Все, этим все закончится. Все закончится разом. Причем закончится кражи, грабежи. Я уверен, там где-то кого-то они избивают, там еще что-то делают. То есть просто они не плохие пацаны на самом деле. Их просто надо вовремя немножко подкорректировать их движение. Все. И я уверен, они вырастут нормальными типами. Просто вот это, там сейчас пубертатный этот период, да, что-то кому-то они доказывают, там девушка рядом, еще что-то, не знаю. Нет, я не согласен. Я все равно верю в это поколение. Я не надо гнать, я все равно верю. Очень много ровных ребят. Я даже, можете это не вырезать с видоса, очень много ребят ровных. Я серьезно говорю, я встречаю их все больше и больше, которые подходят там просто там сфоткаться, пообщаться, еще что-то. Очень много молодых ребят там я не знаю, 17, 18, 19 лет. Очень много спортсменов стало, очень много, вижу, то есть они себя ведут достойно. Так что, мандарин, это к тебе не относится вообще никаким макаром. Вот, поэтому я верю, я все равно верю. Раньше было не лучше, раньше было по-другому. Сейчас другое время. И оно по-своему хорошо, оно по-своему плохо. Но мы говорим за раньше, что у нас? Вы вспомните, что под ногами шприцы валялись. Я шел, хрустели все лестницы. Что вы рассказываете? Поэтому что-то было лучше раньше, что-то хуже. Сейчас просто другое время. Все. Не надо в это упарываться. Я все равно надо верить в поколение. И где надо помогать, поддерживать. Не надо рассказывать. Им сейчас тоже не сладко. Вон их там в 9 класс, 11 класс. Институт, ЕГЭ, не ЕГЭ, они ходят, у них мало того, что им и так дурно, их еще и крепят везде со всех сторон. Не надо гнать на молодых. У меня он такой же, 10 лет. Я все это вижу, на моих глазах уже растет, близкий мой, считай, самый. Так что не надо мне тут. Бабушки, дедушки, пусть покушают, пока свободно растет.
А вы сейчас случайно Артема Вульфа зарезать не хотите? Причем это знаете, кто сказал? Это вот сказал по голосу вот этот пацан. Вот этот. Это вот уже, вот за это вот надо уже было подтянуть. За химло взять просто, и да, это уже перебор. Это уже совсем перебор. За химло и родители, и ПДН, и поехали. А вы сейчас случайно... Услышали фразу. Уже перебор. Прям по всем этим. Смотри, это все надо убрать. Доведи, пожалуйста, до отца или до кого, что должна быть маркировка на товаре. Я думаю, ты же грамотный парень, все сам понимаешь прекрасно. Я думаю, ты тоже парень умный, тоже знаешь, что все будет хорошо. Какой адрес у этого магазина? Я понял, на что ты мне намекаешь. Все говоришь, будет хорошо. Я даже не поленюсь, а то я потом забуду. Сейчас я посмотрим, как вы где и с кем договоритесь. Нет, к сожалению, я увидел, что все плохо. Я сказал, будет. Яйца тоже? Яйца, естественно, тоже. Яйца, вот масло без документации. Парень-то я умный, а вот доверие... Причем Тёмыч сейчас к нему по-хорошему подошел, попытался что-то объяснить. Ну ладно. Нет, к сожалению. На это есть документация какая-то? Вот что это, я тоже не знаю, поэтому я и спрашиваю. Нету? Просто тут должен быть твой отец или кто-то ответственный администратор, а не ты. Ну, у нас тоже выходной. За любимым делом, в приятной компании, с сотрудником магазина, сотрудником полиции. Лучше компанию просто не подобрать. И вот последние две позиции. Можешь показать срок годности вот на это и на это, на что я тебя просил изначально? Да, это свежее. К сожалению, тут даты я не вижу, пока убрать-то с прилавка. Закрыть головой надо. Почему закрыть? Либо документы предоставить на конфетке. Борзый. Опять прибежал. Какие документы? Товар распроводить. Такие же, которых у тебя нет. Или есть. Документацию на эти конфеты. А вы кто у нас будете? Покупать. Я вам ничего не продаю, идите гулять, пожалуйста. Можешь ты Ты кто? идти гулять. Иди гуляй, пожалуйста. Можешь идти гулять. Иди гуляй, домой. Иди давай. Тиктокер тоже не будет. На него смотри, блин. Какой же от тебя мужик получится, блин? Все, закончено. Закончили, все, до свидания, ребят. Сейчас закончим и уйдем. Все, не переживай. До свидания. Я сейчас все выключаю. Выключай, закрывай. Кто мне потом скажет, что это достойного поведения? Я же говорю, у него башка седая вон. Ну, прежде чем давать пример, надо самого, так скажем, спрашивать за что-то, надо самому пример показывать. Магазин. А ты, я понимаю, директор этого магазина? Нет. Или администратор? А вам какая? Ну смотри, чтобы тухляков в магазине не было. Пока магазин тухлый. Давай. Это вы у нас тухлый, брат. Нет, смотри, твой же магазин травит. Брат. Или твоих знакомых, друзей, коллег. Детское питание просрочено для Таких братьев подальше с таким поведением. детей с 3 лет. Брат, Нет, тебе нужен этот лайк, правильно? Мне нужно, тебе нужен лайк, да. Все правильно. Вертикально в ТикТоке снимаем. таких магазинов не было. Если бы не было Почему человек стоит, спокойно себя ведет? Ну почему так происходит? просрочки, не было бы здесь и нас. Давай- Ты пойми. Давай я Построй тебе скажу. причинно-следственную связь. Я скажу, куда надо ходить снимать. У тебя тух не хватит. Я... Ой, на топорах 1 на 1, поехали. Везде Все ты снимай, пожалуйста. Везде хожу по всем. Кого снимай? Сети? Это мы везде. Вот недавно в Верном были. Тёмыч судился с ними. Где? Ашан, Атак, я не знаю, все, пятерки, магниты. Кого, чего бояться? Нам пишут потом благодарность. Люди, причем всех наций, пишут благодарность. Спасибо, владельцы магазинов, директоров снимают. И говорят то, что спасибо, что указали на недостатки. Куча магазинов сетевых на глазах меняется. Просрока минимум остается. Ашан, что в Ашане? Сейчас не то время. Духа не хватит, духа хватит. Сейчас умные люди, они сделают выводы. И все. И все это закончится. К сетевым, да, кстати, меньше всего обычно вопросов. Самое смешное. Не, ну, Дикси, да. Магниты меняются, пятерки меняются. Не хочу делать рекламу, но это факт. Огромное количество магазинов вот меняются на глазах сетевые. Их перестраивают. У меня в городе куча магазинов взяли
как его, переколдыбенили, ремонты сделали. Чистота, порядок. Заходишь, и тухляком не тащит со всех щелей. А эти, они пока, ну, духа хватит, не хватит. Пока за дух разговариваем, другие люди развиваются. А вот они, к сожалению... Розничным магазином. Заканчиваем все, да, проверяем. А, Чучхелу не убрали, точно. Чучхела без документации. Выходим, ребята. Магазин закрыл. Давай, выходи. Давай, выходи. А ты кто здесь в этом магазине? А нам какая разница? Ну смотри, ты меня выгоняешь, ты говоришь, что магазин закрыт. Кто ты в этом магазине? Сказал, магазин закрывать. Ты кто в этом магазине, чтобы мне указывать? У магазина официальные часы работы. Я принципиально бы стоял. Ну, к сожалению. Все. Давай посмотрим, все. Вроде все. Так, денежные средства нам вернули, ребят. Заявление написано. Принципиально бы стоял. Вот сколько у них указано часы работы, столько бы стоял. Ну, вообще просто. Протокол осмотра составлен. В принципе, наша миссия выполнена. Какой-то неадекватный группы. Сейчас я Тёмычу напишу по поводу этого магазина. Мне даже интересно что-то стало. Мужчина, я не знаю, что он тут хочет от нас. А мы, ребят, будем заканчивать, на самом деле. Когда вот такие меня выгоняют, я честно не хочу уходить принципиально чисто. Еще какая-то девочка там орет, ну это ладно. Смотрите себя, как ведут. Дети. Но надо уходить, все. Мы все сделали. Наша миссия выполнена. Вроде как магазин почистили. Надеюсь, они примут во внимание наши слова, проверят сроки годности, и магазин станет чище. А мы обязательно вернемся сюда еще раз. Через недельку, может, через месяц посмотрим, исправились или нет. Артём, ты что-то совсем не чувствуешь. Фоткайте. Давайте домой все. Фото, вы тут сейчас ждали вас. А фотки будут? Фотки будут? А фотки будут? Нет. Почему? Нам обещали фотки. Я вас обманул. Нет. Вы ведете себя неадекватно, ребят. Давай с тобой сфоткаемся, если только пришла. А нам фотки. Спасибо. Всего хорошего вечера. А нам фотки. А нам фотки. Причем вот он контраст. Пришла девчонка чуть-чуть старше, чем они, на вид. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Вот он, контраст. Я же говорю то, что не надо говорить, что всех под одну гребенку. Есть контраст. И его, он очень ощутим. Нету среднего звена. То есть нет таких вот и не туда, и не сюда. Есть четко, либо так, либо так. Не, вы плохо себя ведете. Все, не травите граждан. До свидания. А вы научитесь себя вести, потому что в следующий раз за нецензурную брань в общественном месте вас заберут в... Смотри. Ну, просто вот, ну... Вот понаблюдайте за человеком. А вы научитесь себя вести, потому что в следующий раз за нецензурную брань в общественном месте вас заберут в отдел, если бы я написал заявление, а вы будете потом сидеть и плакать перед мамой, сопли жевать. Я там недавно был, видишь, он рассказывает. Но это от них идет, от старших. Вот эти старшие, это вот от них тема вся идет. Я же говорю, ты видишь, они инициаторы, их надо тянуть, с ними проводить работу. Ты этим хвалишься? Ты этим гордишься? Нет. А что тогда ты это говоришь? Детям очень сильно не хватает родительского внимания, воспитания. Напишите в комментариях, чего не хватает этим детям. Я думаю, там будет не только родительское внимание. Вообще, вы знаете, первый раз с таким столкнулся в видеоролике. Напишите в комментариях, что вы думаете. Вот вообще по поводу всего вот этого. Очень интересно. Я высказал свое мнение. Это мнение обычного человека. Я очень хочу посмотреть, вот как вы считаете. И кто будет писать, напишите ваш год рождения. Просто без там дат, без всего. Просто или сколько лет. Просто сколько лет. И вот я считаю вот так. Очень будет интересно послушать, посмотреть ваше мнение. Я говорю, все, пойдем, Вот кто узнает в этих лицах своих детей, родители, позор вам за такое воспитание. Займитесь воспитанием детей. Много еще не попало на камеру. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну, что я могу сказать? Вопросы, я думаю, исчерпаны. Я очень жду вас в комментах. Я думаю, здесь всем все понятно. И хочу сказать следующее. То, что ни музыка, ни стримеры, ни блогеры, ни другие люди не ответственны, ни музыканты и так далее и тому подобное, не ответственны за детей. Не мы их плохому учим. Там я, там Вася, Петя, Федя с улицы. Обучать, я как отец сам говорю, 2 детей, должны только родители. Когда закрывали сериал «Симпсоны», была большая конференция, и Мэтта Гроунинга спросили, что как вы считаете, в чем проблема? Почему мы закрываем ваш сериал? Почему Барт Симпсон так плохо влияет на всех остальных? И был гениальный ответ. Чтобы ваш сын не был похож на Барта Симпсона, надо, чтобы вы не были Гомером Симпсоном. И говорить, что такое хорошо, что такое плохо, где лучше это делать, а где лучше этого не делать. Что такое уважение к старшим. Что такое, все-таки, наверное, какое-то воспитание. Поэтому мое мнение вот такое. Мы сами в ответе за своих детей,
И если дети так общаются, они шарахаются по улицам, то, ну, вот они результаты. У меня пацан, он 4 дня в неделю занимается спортом, да, кто надо, тот знает каким. 5 лет он, с 10 лет своих жизней этим занимается и имеет уже 3-й юношеский разряд. И я прекрасно знаю, как он ведет себя на улице, не спрашивайте откуда. Есть разные гаджеты сейчас и так далее и тому подобное. Я знаю, где он ругается матом, я знаю, где он может ругаться, а где он не может ругаться. Как он общаться может, как он не может общаться. Но этот человек постоянно занятой. Если он ходит поиграть, они вышли, в футбол откатали, пошли в плойку, поиграли. Все. Каждый из родителей воспитывает, да, по-своему. То, как было принято, конечно, в наших семьях. Но давайте внимательнее следить за нашей шантропой. Старший, младший. Ну и как-то прививать им хотя бы какие-то общепризнанные нормы. От меня и от рыбок в аквариуме всем привет. Они вылезли тоже с вами попрощаться. С вами, как всегда, был я, Леха, и Артем Вульф. Удачи вам.